Уважаемые участники конференции Сребреницы, дорогие сербские братья и сестры, это тяжелая дата резни в Сребренице, где пострадали множество людей, причем невинных людей. И, естественно, мы с горечью вспоминаем эти чудовищные события распада единой страны, состоящей из, конечно, нескольких частей, из нескольких этнических групп, из нескольких религиозных групп, но объединенных общей историей, общей культурой. И сегодня, как никогда, важно вспомнить, что мы живем в мире, в котором преобладает многообразие. И это самое главное достояние, самое богатство человечества, что в мире живут люди разных религий, разных этнических групп, разного происхождения, разных культур. Иногда, к сожалению, это приводит к конфронтации и даже к таким чудовищным событиям, как события 20-летней давности в Сребренице. Но возникает вопрос, как вот избежать подобного рода конфликтов, как жить в мире и согласии. И здесь это вопрос очень глубокий, это вопрос философский, и его нельзя решить таким образом, что давайте изгоним одних с их места проживания, давайте утвердим одну какую-то идентичность, например, христианскую, православную, католическую или исламскую, и просто подвергнем людей, которые принадлежат другим этническим группам, другим религиозным конфессиям, подвергнем их геноциду, чистке и переселим их, чтобы они куда-то ушли, а хотя они родились на этих землях, жили и продолжают оставаться. Здесь очень важно, сохраняя и утверждая идентичность, нашу собственную идентичность, нас, православных людей, если мы говорим о сербах, но также католическую идентичность, если мы говорим о хорватах, или исламскую идентичность, если мы говорим о босняках, о боснийцах. Очень важно научиться утверждать нас самих, нашу культуру, нашу религию, наше «я», наша историческая личность, нашу религию не вместо других, не против других, а вместе с другими. И это чрезвычайно важно. И в этом отношении, на самом деле, если мы обратимся к истокам тех конфликтов, которые разорвали Югославию, которые расчленили Советский Союз, который был не просто создан в 1917 году, а который является наследником Российской империи. На самом деле мы тоже прошли тот период и ту же самую катастрофу, как Югославия, которая распалась на отдельные государства, как Сербия, от которой попытались отхватить Косово, и которые, в общем, на самом деле гораздо больше, сербский мир гораздо более широкий, чем сама сегодняшняя Республика Сербия. Так же, как и русский мир гораздо шире, чем сегодняшняя Россия. Так вот, как нам быть в этой ситуации? Строить ли национальное или мононациональное, моноконфессиональное государство путем принудительного изменения идентичности тех людей, которые принадлежат к меньшинствам? Либо строить что-то другое, либо вводить гражданское общество, основанное на индивидуальной идентичности. Запад учит нас, что толерантность является ключом к миру, но толерантность предполагает, в их понимании, мультикультурализм, гражданское общество предполагает отказ от нашей идентичности. Мы для того, чтобы стать членами единого мирового человечества, должны перестать быть русскими, должны перестать быть сербами, должны перестать быть мусульманами, боснийцами, хорватами. То есть мы должны перестать иметь должны перестать быть православными, мы должны утратить свою идентичность и на индивидуальном основании интегрироваться в это гражданское общество. Это не выход. Наоборот, это только обострит противоречия между народами и нациями, и между конфессиями. Это не работает нигде, не работает на Западе. Это первый момент. Второй момент очень важный, что надо смотреть те геополитические силы, которые стоят за расчленением народов. Почему, например, сербы и боснийцы живут веками вместе в одном и том же обществе, на одних и тех же землях? Почему русские, татары, русские и жители Северного Кавказа веками находятся в составе одного государства и при сохранении своих различий каждый из них верен своим собственным культурным, религиозным ценностям
и не собирается переходить в другую веру или менять язык и культуру. И вдруг они приходят в конфликт, вдруг они начинают вырезать друг друга, начинает литься кровь. Всегда надо искать какую-то третью силу, которая это выгодна. За межнациональными конфликтами, за межрелигиозными конфликтами всегда стоит третья сила, которая использует их в своих целях, для своих интересов. Точно так же было и в Сребренице, точно так же было и в случае распада Югославии и распада Советского Союза. Это надо искать геополитического заказчика, бенефициара этих кровавых трагедий. Кто являлся главным конкурентом Великой России, Британская империя? Кто был главным конкурентом Советского Союза в мировом масштабе? Соединенные Штаты Америки как наследники той же самой Британской империи. И поэтому на самом деле кто больше всего был заинтересован в распаде Советского Союза, а также Югославии, в общем, союзной, славянской страны, которая была ориентирована на единство с русскими. Те же самые силы. Это США, Англия и те европейские страны, которые находятся под англосаксонским влиянием, страны блока НАТО. Поэтому надо всегда понимать, что в межэтнических, межнациональных, межконфессиональных конфликтах всегда есть третья сила. И вот как нам быть в этой ситуации, когда мы видим, что эти конфликты спровоцированы, когда наша кровь и кровь наших братьев льется в угоду каким-то геополитическим интересам, совершенно противоположным нам, которые стремятся нас ослабить, а усилить и укрепить свои собственные позиции за наш счет. Принять ли эту модель либерального толерантного общества, где не важен уже ни этнос, ни религия, ни даже пол, гендерную политику, или сохранять свою собственную культуру, сохранять верность своим корням? А ведь кто такой серб? Серб — это человек, который принадлежит Великой Сербии. Если серб не часть Сербии, если он не живет и не дышит своей невестой огненной Сербии, то это уже не совсем серб, это недосерб, это какой-то частичный человек. Точно так же можно сказать и для религиозного человека. Если для мусульманина его вера не имеет жизненного экзистенциального значения, но это псевдомусульманин, это формальный мусульманин, это лицемер на самом деле. Также для православного человека, если он не за Христа и не с Христом и не ради Христа, то его, в общем-то, как такового и нету. И поэтому предложение отказаться во имя того, чтобы избежать конфликтов, столкновения цивилизации от нашей собственной веры, идентичности, от нашей религии, от нашего народа, от нашей истории, это совершенно неприемлемое предложение. Более того, на Западе оно не работает, и только усиливаются конфликты между различными этническими, религиозными группами. Поэтому есть только один выход – это обратиться к нашим корням, и к сербским корням, и к корням балканской цивилизации, которая в эпоху Византии была империей, в которой жили многие народы. Этот имперский принцип сохранялся в Российской империи, даже в Советском Союзе, отчасти вплоть до самого последнего времени. И до сих пор в России живут очень много мусульман, много разных этносов. И между нами, русскими, православными и другими народами России нету конфликтов. Мы спокойно живем на одной территории, мы уважаем друг друга, потому что у нас есть единство цивилизации. Вот это единство балканской цивилизации, единство евразийской цивилизации, единство империи, наследие Византии, которое включает в себя различия, которое включает в себя разные народы, разные культуры, не исключая их, но наоборот, стремясь установить между ними органичную, гармоничную взаимосвязь, баланс, гармонию, без отказа от этой идентичности, а наоборот, приводя это к единому высшему знаменателю, к имперскому знаменателю. Вот это выход для нас, это выход для Балкан, это выход для России. Мы должны объединяться, мы должны включать те силы, в том числе и в исламском мире, и в других народах, которые стоят за традицию, за веру, за человеческое достоинство, и которые противостоят и той культуре, которая стремится вырвать из нас наше человеческое достоинство, лишить нас корней, и одновременно тем геополитическим интригам и провокациям, которые ведут к пролитию все новой и новой крови. Поэтому я думаю, что очень важно сегодня извлечь уроки Сребреницы, извлечь уроки трагического распада Югославии, расчленения Сербии, вот той кровавой драмы, которую сербский народ и другие народы Балкан, Югославии пережили за эти годы, и которые будут переживать их и впредь. Посмотрите, что происходит в Македонии. Вообще Балканы — это еще один фронт
той войны, геополитической войны, великой войны континентов, которая разворачивается на наших глазах. Сейчас на Ближнем Востоке этот фронт, сейчас на Украине этот же самый фронт культурный, хотя там друг другу противостоят две части восточнославянского православного народа. Это особенно болезненно. И, конечно, этот фронт сейчас продолжается, не остывает, не прекращается, не излечиваются раны балканской драмы. И на самом деле ничего не кончено. И в Боснии, и в Македонии тот же самый геополитический противник, который действует и на Майдане, и поддерживает исламский терроризм в Ираке и в Сирии, все тот же самый атлантический, западный, американский, натовский враг, он продолжает свои кровавые интриги за наш с вами счет. Поэтому, если мы не справимся с этим главным врагом, который сеет зло, сеет разрушение, сеет геноцид, если не объединимся в один традиционный фронт сторонников религии, сторонников традиций, сторонников здоровых нравственных ценностей и с исторической памятью, то, конечно, на самом деле нас по принципу их империи, Карфагенской империи зла, по принципу «разделяй и властвуй», нас постепенно перемолят. И очень важно, что в вашей конференции, насколько я знаю, принимает участие замечательный человек шейх Имран Хусейн, один из самых авторитетнейших представителей исламского мира, который прекрасно понимает, кому выгодно такие вот события, как трагические события в Сребренице, как православно-исламские, христианско-исламские трагедии на Ближнем Востоке. Он прекрасно понимает, что все это не естественно для наших религий, что это все спровоцировано, что за всем этим стоит кровавая рука американской гегемонии. И только через диалог традиционных сил, которые уважают друг друга, которые чтят свои собственные корни, свою идентичность, свою историю, мы можем прийти к построению по-настоящему полноценного, священного, глубокого мира. Мира евразийского, мира, который полностью соответствует представлениям православных народов о том, каким должны быть отношения между людьми и между церквями и между конфессиями, и соответствует лучшим представителям, в том числе и исламской цивилизации, и католической цивилизации, и других традиционных конфессий. И вот в этом отношении я еще раз выражаю свою солидарность и боль с боснийцами, которые потеряли близких в Сребренице, которые прожили это страшное событие. Я хочу обратить внимание, что мы должны искать правду и докапываться до истины, потому что то, что мы знаем, многое из того, что мы знаем о Сребренице, это ложь, поскольку не может здесь быть одна сторона, тем более сербы, которые являются жертвой всего распада Югославии, первые жертвы, не могут они быть только во всем виноваты. На самом деле это страшная трагедия, и здесь всегда надо искать более глубокие причины. Тем не менее, гибель людей – это всегда наша боль, и время проходит, мы не должны забывать об этом, мы солидарны с жертвами этого кошмара, но мы должны помнить, что на самом деле мы, православные, мусульмане, люди разных конфессий, разных этнических групп, которые жили столько лет друг с другом, столько веков, тысячелетий вместе в рамках одного единого имперского пространства, вдруг мы начинаем друг друга убивать. Это не может быть просто спонтанно, это не вытекает из нашей традиции, из нашей истории. Это спровоцированная вещь, это искусственный конфликт, и горе тем, кто его затеял, горе тем, кто идет к своей планетарной власти Мамоны, к своей гегемонии по трупам детским, женским, ни в чем невинных людей. И это им зачтется, это им скажется, и не только в той жизни, но восстановить справедливость – это дело и нас с вами. Поэтому я предлагаю почтить память жертв, я предлагаю искать и биться, бороться за историческую истину и крепить традиционалистский фронт всех людей доброй воли, всех людей священных традиций, будь то православные, славяне, мы, русские, православный народ, сербы православные, также и те представители исламского мира, которые понимают, кто является истинным врагом, и солидарны с нами в нашей борьбе за священное, за историю против нового мирового порядка и его кровавых архитекторов. Благодарю вас, всего лучшего желаю вашей конференции. Приношу свои извинения, что не мог присутствовать на ней лично, и передаю свой горячий привет и поздравления и поддержку от всех россиян, от всех
русских людей. И вот символически, что за нами Кремль, как говорят сербы, нас и русских вместе 200 миллионов, и с высоких гор священной матери Сербии виден Кремль, видна Москва. И вот вы сейчас видите этот Кремль, который всегда приходил сербам на помощь и обязательно придет снова. И придет на помощь всем тем людям доброй воли, которые бьются за правду, за свободу и за истину. Всего доброго, спаси Христос!